Привет, друзья! Вы на канале Страна рецептов. Сегодня готовлю куриную пастрому. Такое мясное изделие отлично заменит магазинную колбасу, ну и, конечно же, пастрому. Куриная пастрома отлично подойдет в качестве мясной нарезки на праздничный стол. А я очень люблю приготовить с ней такой толстенький бутерброд, но об этом позже. Понадобится куриное филе, соль, перец, растительное масло, итальянские травы, сладкая паприка и копченая паприка. Первым делом нужно хорошо промыть филе. Зачистить его от пленок, от ненужного жира. И обязательно я всегда срезаю малое филе, оно мне здесь не понадобится. Для такой пастромы я филе всегда беру покрупнее. Но в принципе можно использовать то филе, которое есть в наличии. Для того, чтобы филе хорошо просолилось и было более насыщенное на вкус, можно его замочить в солевом растворе. Либо в воде, либо в молоке. Пропорцию я укажу в описании под видео. Для того, чтобы замариновать филе, я беру вот такую форму. Отправляю в форму растительное масло, все специи, соль и перец. Конечно же, филе можно замариновать в любых специях, в любых приправах, а также можно использовать любую горчицу. Мне очень нравится с зернистой горчицей. Можно использовать чеснок. Я испробовала разные варианты, но на данный момент этот вариант мой фаворит. Пока делаю только так. Всю эту массу перемешиваю и закладываю туда филе. Филе хорошо обваливаю в этой массе, чтобы участки были все покрыты. Форму затягиваю пленкой и убираю в холодильник часа на 2-3, как минимум. Филе мариновалось 3 часа. Оно очень хорошо напиталось специями, ароматами. И далее филе выкладываю в форму, застеленную пергаментной бумагой. Филе выкладываю не распластывая, а просто хорошенько поджимаю. Отправляю запекать в заранее разогретую духовку до 200 градусов. Запекаю в зависимости от размера, где-то минут 25-35. Филе запекалось 25 минут. Оно полностью готово и не пересушено. И сразу же после духовки еще горячее филе заворачиваю в пергаментную бумагу, каждое в отдельности. Оставляю на столе до полного остывания. И как только филе полностью остынет, убираю на ночь в холодильник. Конечно же, все приготовления я делаю с вечера. На следующий день филе готово. Достаю его из пергамента, промакиваю хорошо бумажными салфетками и нарезаю. Как раз благодаря тому, что филе хорошо отлежалось в холодильнике, охладилось, его легко будет нарезать. А также очень эстетично и удобно нарезать филе под углом. Тем более, если филе маленькое, то кусочки будут получаться удлиненной овальной формы. Получается вот такая великолепная нарезка. Ну а далее приступим к самому вкусному. Давайте сделаем своеобразный гамбургер. Вместо булки у меня рогалик. Разогреваю сковородку, добавляю немного сливочного масла. И обжариваю рогалик со стороны разреза. А тем временем нарезаю сыр пластиками. Рогалик обжарился, оставляю его остывать и нарезаю огурец. Все приготовления закончены и начинаю собирать гамбургер. Смазываю рогалик творожным сыром. На него выкладываю лист салата и далее выкладываю пластики пастромы. Пастрому смазываю клюквенным соусом. У этого соуса очень яркий, насыщенный вкус, поэтому много я его не добавляю. Далее идет сыр и огурец. И снова пастрома, что уж мелочиться. Еще немного соуса и мой гамбургер готов. Это очень вкусно. Вот один из многих способов, куда можно применить эту вкусную пастрому. Так что готовьте, пробуйте, экспериментируйте. Если вам было полезно видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. А я вам желаю приятного аппетита и до новых рецептов, друзья!